Всем привет! Один из традиционных салатов на наших столах. Будем делать винегрет, который хорош и к любому празднику, и просто на семейный стол. Ставлю отвариваться в отдельной кастрюле свеклу, а во второй картошку с морковкой. Свеклы я варю много, а использовать буду всего пару штук. Остальные мне понадобятся для свекольного салата со сметаной. Картошка варилась 23 минуты. Я ее вынимаю из кипятка, а морковку оставляю вариться еще минут 20. Белую картошку варить долго не нужно, иначе она развалится в пюре. А вот синюю лучше варить минут на 5 дольше. Как быстро очистить отварную картошку, можно посмотреть, перейдя по подсказке вверху или по ссылке под этим роликом. У меня на канале есть короткое видео об этом. Итак, коротко повторю тот урок. Сделал поперечный неглубокий надрез в каждой картофелине, постаравшись не обжечь руки, картошка же только что из кипятка вынута. Нож для надрезания желательно взять хорошо заточенный. Залил картошку чистой холодной водой и легко снял кожуру. Смотрите ролик внимательно до самого конца. В нем я дам еще несколько полезных советов. Надеюсь, они для вас не будут лишними. Спустя еще 20 минут, проверив готовность моркови, вынимаю ее из кипятка и оставляю остывать. Свеклу я варил обычным, а не ускоренным методом. Как-нибудь покажу и ускоренный метод отваривания свеклы. А в этот раз она у меня варилась чуть больше часа. В любом случае, перед отключением огня под кастрюлей надо тонким ножом или обычной вилкой проткнуть овощ. Если вилка легко проткнула его до середины, то он готов. В противном случае надо доваривать еще некоторое время. Свекле тоже даю остыть. Пока горячие овощи остывают, занимаюсь холодными ингредиентами салата. Красную луковицу нарезаю кубиком, чуть крупнее, чем для зажарки, и кладу сразу в сковороду. Лук я взял красный, потому что он красивее будет смотреться в этом салате. Но в любом случае я бы его немного пассеровал на сковороде под слабым огнем с 5-6 столовыми ложками растительного масла. Масло лучше взять пахучее, а не рафинированное. Оно в сочетании с пассерованным луком придаст салату особый аромат. Еще один совет по ходу дела. Вместо этой процедуры можно нарезанный кубиком лук просто обдать кипятком, чтобы сбить его горечь. Пока лук пассируется, начинаю нарезать уже остывшие после отваривания овощи. Картошка очищена, она-то первая попалась мне под руку. Нарезав картофелины пластинами, используя специальное приспособление, делаю из них кубики. Это наиболее быстрый способ измельчения картошки для любого салата, будь то оливье или же вот винегрет. Кубики картошки кладу сразу в большую кастрюлю, в которой потом буду смешивать все ингредиенты. Возвращаюсь к плите, где уже разогрелась сковорода с луком и маслом. Лук, как видите, не потерял при этом свой красивый цвет, но поделился с ароматным маслом и своими вкусными соками. Все это до последней капли пойдет в салат. Снимаю с огня сковороду, пусть все остывает. Кроме репчатого лука, для свежести аромата и, что немаловажно в любом салате, для красоты я нарезаю несколько стручков зеленого лука. Кстати, уважаемые мои зрители, для винегрета не существует строго выверенного соотношения ингредиентов. Берите по своим вкусовым предпочтениям, но зеленый лучок я все же рекомендую обязательно. Отправляю лук в ту же кастрюлю, куда ранее выложил нарезанную картошку. Будущий салат уже обретает первую красоту. Консервированную натуральную фасоль я прополоснул чистой водой, чтобы смыть остатки соуса. Отправляю ее туда же в кастрюлю. Следующий ингредиент – квашеная капуста. Кто-то обходится без нее, используя только соленые или маринованные огурцы, но я не представляю себе винегрет без квашеной капусты. Ее я использую наряду с соленым огурцом, который я очищаю от кожицы. Кто его знает, может быть, один из этих огурцов, будучи еще свежим, был горьким. Такое бывает. Не хотелось бы, чтобы эта горечь испортила вкус салата. Да и вообще, с кожицей огурец грубее. Нарезаю все 3 средних огурца, тоже кубиками, размером примерно с фасоль. Но не кладу сразу в кастрюлю, потому что огурцы находились в рассоле, поэтому в них очень много влаги. В салате она будет лишней. Кладу уже нарезанные огурцы, небольшое сито и на пиалу.
лишнюю водичку надо немного процедить. Морковь тоже уже остыла, с ней можно уже работать. Но так как и она, и оставшаяся еще свекла сильно красят руки, тут без силиконовых перчаток мне не обойтись. Чищу морковь, стараясь снимать минимум кожицы. Нарезка морковки аналогична нарезке других ингредиентов. Ничего необычного в этой процедуре нет. Каждый для себя выбирает способ, которым привык нарезать овощи кубиками. Главное, чтобы размеры кубиков были примерно одинаковые. Кстати, я забыл сказать, что в этом салате можно не только обойтись одной квашеной капустой или соленым огурцом, но и вместо фасоли можно с таким же успехом использовать маринованный зеленый горошек. В моем варианте салата есть, как видите, и огурцы, и капуста. Благодаря моркови еще один красивый цвет добавился в мой салат. Теперь самый яркий цвет, который окрасит все остальные овощи, это, конечно же, свекла. Как я уже говорил в самом начале, свеклы на это количество салата мне понадобилось 2 штуки среднего размера. Ее тоже тоненько очищаю от кожуры, срезая все лишнее и ненужное, что может испортить вид салата. Нарезка та же самая, по тем же принципам. Можно было бы использовать то самое приспособление, которым я нарезал кубиками картошку, но тогда часть красящего сока осталась бы на разделочной доске, а это недопустимо. В отличие от огурцов, сок свеклы нужно сохранить максимально. В нем весь цвет и вкус этого овоща. И вообще свекольный сок рекомендуют пить при анемии и при высоком давлении. А еще говорят, что он выводит из организма токсины. В южных регионах в почве, а значит и в продуктах, мало йода, а в свекольном соке его много, что полезно для щитовидной железы. Ну, это было небольшое познавательное отступление. Свекла отправляется в кастрюлю. И что-то мы забыли, нет? Конечно, соленые огурцы добавляем тоже сюда же. Лук с маслом в сковороде тоже остыл. Выкладываю его сверху ко всем уже отправленным для смешивания овощам. Да, еще одно замечание. До добавления лука с маслом можно еще подсолить салат по своему вкусу. Для меня же той соли, что есть в огурцах и в капусте, вполне достаточно. Мне винегрет нравится немного сладковатым. Забираю у сковороды масло до последней капли. И все. Остается перемешать ингредиенты и подать в красивой салатнице к столу. Приятного аппетита! Благодарю всех, кто подписывается или уже подписался на мой канал и включил уведомления, кликнув на колокольчик внизу. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь ссылкой на этот ролик с друзьями в социальных сетях и мессенджерах. Пока-пока!